Чаще всего, снимая цены в США, люди идут в самый дешевый Костко, забывая упомянуть, что это оптовик, он находится где-то на окраине города, и туда нужна членская карта от $65 в год. Сегодня же мы с вами пойдем в Walmart. Это магазин, куда американцы ходят каждый день, и тут реально средние цены по США. Обязательно пишите, сколько эти же продукты вышли бы у вас в городе. Также в этом видео хотела бы рассказать, сколько по моим скромным подсчетам нужно на одного человека на месяц в Денвере, в штате Колорадо. На самом деле Walmart — это магазин, где, мне кажется, можно купить просто все, начиная от посуды, заканчивая огромным выбором детских игрушек, но мы пойдем прям за самым необходимым — продуктами. Так, начнем мы с молока. Почему тут много всякого разного? Молоко 3,25%, 3,72 за, получается, 3,78 литра. Почти 4. Что касается яиц, тут прям сильно дороже, чем было в Аргентине. За 12 яиц можно запросто отдать $6-5. Я еще в Аргентине прям сильно подсела на апельсиновый сок. Тут его куча-куча разного, но я беру вот это. И он остался последним. Явно была не лучшая идея приезжать в сочельник в магазин. Мы пришли к йогуртам. Помните, я в рилсах рассказывала, что найти йогурт без сахзама прям сложно. Ну так вот, мы пришли к полкам, хочется это прям показать. Очень многое прям вот с этим высоким содержанием протеина, типа минимальным сахаром или просто на сахзаме. Мне же пока зашли прям очень вот эти вот йогуртики, особенно вот это. Ну, я как человек, который просто обожает кокос, это прям мое. И вот эти с карамелью, тоже вкусненькие. Пришли к бекону, и вот такая вот пачка стоит $5,5. Куча всякого нарезанного сыра, всякого разного. Но на самом деле совсем небольшие упаковочки. Вот это, например, 226 грамм. Ну и в принципе они все плюс-минус. Упаковки побольше. Вот. Когда приходишь, кажется, что выбор сыра просто огромный. На самом деле это плюс-минус 2-3 вида просто разных марок. Всякие тертые. Немножко подсниму. И все это упаковки. Ну, например, тоже 225 грамм, ну, плюс-минус. Где-то так. Мы пришли к воде, и что мне рассказывал отец, что тут случилась когда-то какая-то прям катастрофа. После этого распорядились, чтобы вода была везде, и вода была очень дешевой. А насчет везде я могу прям подтвердить, потому что в любом общественном месте будут краники, где ты можешь набрать воды, а по поводу дешевой. Почти $6 за 35 бутылочек по 0,5 литров. Что касается газировки, вот 12 бутылочек, ну, около $8 по 500 миллилитров. Честно, я на газировку прям особо не налегаю, поэтому еще ничего тут не пробовала. Но, говорят, обычно гораздо слаще, чем у нас. Ну, в среднем вот такие какие-то цены. Это типа... Сколько? Божечки. 6 бутылочек, тут 10 миников. Ну, по одной тут что-то продается. Ну, типа только если сверху. Вот так, 2 литра колы. Пришли к всяким сокам. Это все тоже за галлон, наверное. 2,84 литра, $4,5. 5,68 это за яблочный. Это ягодный. 5,48. В общем, как-то так по ценам. Первое, что занимает такую масштабную часть бюджета, это, конечно, аренда. В среднем аренда студии в Денвере обойдется где-то $1200-1500, не считая коммуналки. Отдел, на который я пока налегаю. Чипсы. Чипсы я люблю во всех видах проявлениях. Тут много разных вкусов новых. Я решила, мне кажется, попробовать все. И растолстеть еще на 5 килограмм. Так, давайте по лейсам. 5,5 за party size. Это у нас... нифига не написано. 368 грамм. Есть поменьше. 3,50. Тоже 3,50. Совсем маленькие или какие-то непопулярные вкусы по 3. Читосы. Вот тут на скидке. 2,50. Это у нас, ё-моё, 120 грамм. Огромное количество всяких начосов. Тоже по совершенно разным ценам. А это уже чипсы местного производства. 2,44 за 141 грамм.
Тоже огромное количество всяких разных вкусов, есть поменьше. А Принглс тут большие банки по $2. Соленые огурцы, по которым скучают все наши соотечественники. Вот они тут. Вот за баночки, за банки побольше, за банки поменьше. Пришли к мясу и всякой колбасе. Так, всякие тефтельки, колбаски, фарш, всякое такое. Тут в среднем где-то по 600 грамм. Фарша килограмм. Вот такие упаковочки, если честно, хрен его знает, сколько это в граммах. Ну, сейчас покажу. Ну, вот такой вот примерно кусок. Ну и, конечно, огромное количество всякой нарезки. Большие пачки, поменьше и так далее. Еще одна гадость, которую я люблю. Всякая лапша, роллтон и так далее. Это цена за коробочки. Это всякая именно лапша. Это уже что-то посолиднее, побольше. Есть прям такие, типа вот булдака. 6,88, но это за такую огромную штуку. Сколько тут интересного? 650 грамм получается. 5 около упаковок. Пришла за горошком и, в принципе, хочу показать немножко консервации. Собственно, сам горошек. Баночки поменьше, по 64 цента. И огромное количество всякой еды в банках. Не пробовала, но надо бы как-нибудь, ну, чисто ради эксперимента. И всякая фасолька. Обязательно пишите, нужен ли вам обзор какой-то американской еды, типа тех же консерв, заморозок и так далее. Консервированные персики, груши. Тоже пока что ничего не пробовала. Что еще часто кушаю я, это всякие тортильи. 3,98 за 80 штук. Всякие разные есть и кукурузные, и не кукурузные. 2,68. Пришли к всякому мясу и птице. Получается 88 центов за паунд. Это индейка. Мясо тут, конечно, дороже, чем было в Аргентине. Это все свинина. А это тоже пошла говядина. Это цена за ребрышки. Ну, достаточно мясные, красивые. Так, за вот такую огромную упаковку куриной грудки можно отдать 9,70. Тут хрен его знает, сколько тут. Минуту. Больше 3 килограмм, короче, там. Я до сих пор не привыкла к местным единицам измерения. Мне нужно время на это. За килограмм почти $3. Тут есть уцененные. Крылышки 3,28 за килограмм. И получается вот такую огромную упаковку $14. А ножки, наоборот, очень дешевые. Тоже за огромную упаковку можно отдать $5,5. Зато за одного маленького цыпленочка, просто органического, можно отдать, простите, 9,52. И он типа очень маленький. Я его буквально вот так вот одной рукой запросто подняла. Что касается говядины. 7,94 за такую, получается, палету $20. Тут уже совсем порубленное мясо. $15. 8,74 такую нарезку. Это, скорее всего, вырезка. 9,86 за килограмм. Но это уже пошли прям премиум стейки. 17, 14, 16. Так, а это пошел фарш, причем он упаковками практически без указания веса, точнее, без указания веса в граммах или килограммах. В общем, тут плюс-минус 2 мои ладошки. Тут, конечно, побольше, где-то 3-4. Есть огромные колбаски за $34. И после Аргентины, конечно, неприятно смотреть на цены на лосось, потому что вот такой вот перемороженный кусочек вот такого непонятного цвета $11,92. Зато на креветки цены вполне неплохие. $9 за вот такую вот большую тарелочку с соусом. Сколько тут? 340 грамм. Ну как неплохие, по меркам Аргентины все равно дорого. Ну что ж, я сейчас пришла к полке с хлебом, и тут ситуация прям как в Аргентине. Можно посмотреть, конечно, на весь вот этот вот хлеб по $5 и сказать, а какой ужас. Но можно пройти немножечко дальше, немножечко, кажется, дальше. И вот вам, пожалуйста, хлеб за $1, который выпеченный тут. Прекрасного качества и очень вкусный.
Следующее, что немаловажно, вам нужно как-то по городу передвигаться. Можно, конечно, рассмотреть велосипед, но тут очень мало велосипедных дорожек на самом деле, а общественного транспорта еще меньше. Тут он абсолютно не развит. Тут буквально пару каких-то линий по основным дорогам и все. Поэтому все на машинах. Причем аренда машины или лиз, допустим, это не самое страшное. Тут можно найти что-то от $5 в месяц, то есть совсем фигня. Другое дело бензин. Сейчас у нас в городе галлон бензина начиная от 2,70 до 2,95 плюс-минус за галлон. Галлон это 3 с копейками литра. Как-то так. Легче, конечно, когда у вас машина на электрике, но тогда за лист будет выходить явно больше. То, что я беру всегда, это бананы. 74 цента. Тут всякие яблочки. И я еще хотела взять авокадо по 78 центов. Мы в прошлый раз брали, они были прям очень вкусные, мексиканские. Но, блин, сейчас они прям вообще дубовые, ими постучать можно. Так, помидоры $1.28. Так, это цена на лук, а это за единицу лайма. Это цена за манго за единичку. А это за один ананасик, ну, причем нормального размера. Это цена за упаковочку малинки, но я не знаю, сколько тут грамм, просто маленькая очень. Это ежевика, а большая упаковка... Вот не написано, нет ценника. Кошмар. Нашла ценник, 4,24. Огурцы 72 цента за один, но они тоже прям здоровые. Так, и раз уж мы тут мимо проходим, немножко зацепим всякие шампуньки. Это вот Head & Shoulders такой, один из самых распространенных тут. Но на самом деле тут для меня была просто огромная радость найти шампунь тот же фирмы, который я покупала в Аргентине. Он в Аргентине был чуть ли не самым дешевым, но он настолько хорошо подошел моим волосам, что тут, несмотря на то, что есть выбор всякого импорта, я нашла именно его. Фирма Suave, на испанском это читается так, в общем, вот он. И мне, кстати, подошел вот этот, по-моему. В Аргентине он в совершенно других упаковках, но я нашла чисто по фирме и по составу. В общем, после того, как мы посмотрели цены, по моим скромным подсчетам на месяц на человека, учитывая продукты, бытовую химию, какую-нибудь туалетную бумагу, ну, в общем, все, что можно купить в магазине, нужно $800. Плюс не забываем обслуживание автомобиля, плюс не забываем всякие налоги, плюс не забываем медицинскую страховку, которая тут чаще всего обязательная. И чем вы больше хотите, чтобы она страховала, тем она будет дороже. В общем, после того, как я все это сложила и посчитала, я поняла, что мне нужно минимум 3800 после налогов. Напоминаю, что налоги тут где-то 30% от зарплаты. Это если я хочу нормальную квартиру в нормальном районе, чтобы, да, студия, неважно размер, чтобы там не было тараканов, нормальный ремонт, чтобы, в принципе, район был хороший. Это если я хочу нормальную машину, ну, плюс-минус, чтобы она не разваливалась по дороге. Ну и также, что немаловажно, я хочу достаточно хорошую страховку, потому что у меня есть определенные проблемы со здоровьем, и я бы хотела, чтобы она покрывала достаточно большой спектр услуг. Ну и, в принципе, достаточно хорошо питаться, то есть какие-то, возможно, доставки, что-то покупать готовое. В общем, вот это вот все, это где-то 3800 после налогов. На 3 мешка, где у нас мясо, фрукты, молочка есть чуть-чуть и хлебушек, отдали 179,74. Вот такое вышло видео. Обязательно пишите, что вы думаете, дорого ли жить в Америке, и подписывайтесь. Со мной будет интересно.